Крыму стихийное бедствие. Авиационный завод в Смоленске подвергся атаке, а Россия активизировала сеть шпионов. Обо всем этом и не только расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости. 400 тысяч жителей Крыма остались без электричества из-за урагана. Готовность продлить сделку с Израилем подтвердило движение «Хамас». Террористы готовы освободить еще около 40 человек. Хамас проинформировал посредников, что фракции сопротивления согласились продлить нынешнее перемирие на 24 дня. Мы ожидаем, что сопротивление сможет добиться освобождения 20 до 40 израильских заключенных. Сухогруз Blue Shark выбросило на мель возле Анапы после сильного шторма. Вот у нас село Витязево. Вот на берегу стоит корабль. Добрый вечер, дорогие зрители! Не забывайте лайкать, а также комментировать наши выпуски. Ваши комментарии дают нам мотивацию работать и доносить людям правду. Перейдем к новостям. 400 тысяч жителей Крыма остались без электричества из-за урагана. Он нарушил работу 74 линий электропередач. В южных регионах России, а также в Украинском Крыму были подтоплены десятки жилых домов. Назначенный Россией губернатор Севастополя сообщил об эвакуации местных жителей из пострадавших районов. Из подтопленных жилых домов было эвакуировано 35 человек. 5 человек остаются в пансионате «Лазурь», остальные разместились у родственников. В эфире телеканала «Россия-24» также сообщалось об одном погибшем в результате штурма. Остальным людям удалось спастись благодаря эвакуации. Телеграм-каналы публикуют видео этой ночи. Вследствие урагана в Крыму можно видеть и разрушения на улице. Один из бронзовых воинов в Севастопольском парке не выдержал, а также сообщают, что в Сакском курортном парке разрушен бронтозавр. Непогода обрушилась и на Одесскую область. Из-за урагана без света остались более 150 тысяч семей. На утро в городе нашли 3 трупа бездомных. Все они без следов насильственной смерти. В Щепном переулке обнаружили тело мужчины с переохлаждением, на автобусной остановке на Академика Лазарева тело женщины и на Привокзальной площади мужчины. А на трассах Одесской области из снежного плена спасатели вытащили 519 автомобилей. Из них 15 автобусов и 12 карет скорой помощи. Давайте машину, давайте. Уже сегодня сообщалось, что вследствие урагана разбушевалось и Черное море. Кадры Армагеддона публикуют жители Сочи, чей город начало обильно заливать морской водой. Песочница уже не в бассейне. Все, первый этаж. До свидания. Еще больше было. Жесть. Готовность продлить сделку с Израилем подтвердило движение «Хамас». Издание «Лебанон-24» пишет, что террористы готовы освободить еще около 40 человек, в том числе женщин и детей. Хамас проинформировал посредников, что фракции сопротивления согласились продлить нынешнее перемирие на 24 дня. Мы ожидаем, что сопротивление сможет добиться освобождения 20 до 40 израильских заключенных. Освобожденные дети-заложники проходят медицинское и эмоциональное обследование. На момент записи выпуска приходит сообщение, что все они находятся в нормальном состоянии. Физическое состояние детей и матерей, обратившихся к нам, сейчас стабильное. Они проходят медицинское и эмоциональное обследование, которое проводит медицинская и психосоциальная команда детской больницы «Шнайдер». Они находятся в частном специализированном комплексе, и мы просим вас уважать их частную жизнь. По условиям сделки Израиль также обязан отпускать и палестинских заключенных. В основном это женщины и подростки, которые сидели по террористическим статьям. За время перемирия Израиль освободил уже около 150 заключенных.
После 7 октября мы спали на одном матрасе с одной парой обуви, чтобы иметь возможность ходить в туалет. Каждый четверг нам приносили только один рулон туалетной бумаги, которого должно было хватить до следующего четверга. Когда началась война, они забрали телевизоры, радиоприемники, одну плиту, на которой мы готовили, забрали и нашу одежду. В свою очередь, Нетаньяху опубликовал видео, в котором положительно оценил продолжение перемирия. Однако сообщил, что после его окончания Израиль возобновит наземную операцию, чтобы уничтожить движение Хамас и не допустить повторения событий 7 октября. Мы, весь народ Израиля, очень радуемся, наблюдая воссоединение семей. Это просто трогает душу. Я провел волнительную беседу с президентом Байденом, в том числе мы говорили о маленькой девочке Авигаиль. Какое счастье видеть ее снова с нами, и в то же время какая печаль, что она возвращается в реалии, где у нее больше нет родителей. Я хочу напомнить, что существует соглашение, что за каждый дополнительный день перемирия будут освобождены еще 10 пленных. Вместе с тем я сообщаю, что по окончанию действия этого договора мы продолжим достигать своих целей с полной мощью. Илон Маск, которого совсем недавно обвинили в антисемитизме, прилетел в Израиль. Там бизнесмен встретится с президентом страны, а также людьми, родственники которых находятся в плену Хамас. Авиационный завод в Смоленске подвергся атаке, пишут российские СМИ. По их информации, крыша одного из цехов была пробита. Попытка атаки произошла утром 26 ноября. По данным базы, всего в сторону завода летело как минимум 2 беспилотника самолетного типа. Первый из них был сбит около 9 утра в Заднепровском районе Смоленска. Спустя полчаса над Смоленском был замечен еще один беспилотник. На этот раз он был подавлен силами РЭП. Для понимания, 24 марта 2022 года из-за вторжения России в Украину Смоленский авиазавод был включен в список санкций США. 3 июня в список Евросоюза. Основной деятельностью завода в настоящее время является ремонт и техническое обслуживание авиалайнеров, а также поставка комплектующих для других авиационных предприятий. Это уже не первая попытка атаковать завод за последнее время. Несколько дней назад беспилотник уже пытался ударить по предприятию, но был подавлен РЭП. Во. Секанули, прямо вот здесь. Охренеть. Вот, видишь, дым идет? Прямо вот здесь, где Белый дом уже. Россия активизировала в Украине сеть шпионов, в частности в СБУ, чтобы спровоцировать в Киеве хаос, сообщил Алексей Данилов. По его словам, цель российских агентов – вбить клин между политическим и военным руководством Украины, а также разжечь антиправительственные настроения. Россия пытается воспользоваться так называемым напряжением между Зеленским и Залужным. Они понимают, что не могут выиграть в военном отношении, поэтому попытки внутренней дестабилизации стали приоритетом. Сухогруз Blue Shark выбросило на мель возле Анапы после сильного шторма. Судно стоит в районе поселка Витязево. На борту находится 21 человек из Сирии, Индии и Египта. Известно, что судно ожидало в морском порту Тамань погрузки ячменя для Египта. Получив штурмовое предупреждение, оно встало на якорную стоянку. Однако сильнейший ветер и волна сорвали судно с якорей, после чего оно начало дрейфовать в сторону берега. Вот у нас село Витязево. Вот на берегу стоит корабль. Это Мыщоки. По данным ШОТ, владелец сухогруза до сих пор не вышел на связь, поэтому пока не ведется даже никаких работ по оценке стоимости его транспортировки.
Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие, жду ваших комментариев и лайков. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы всегда оставаться в информационной повестке, а также подписываться на нас в других социальных сетях, Telegram, Twitter или же TikTok. До встречи в следующих выпусках.